Наталья, здравствуйте. Да, забыли предупредить, потому что, по-моему, прошлый эфир был без вот таких косячков, нас не выкидывало, поэтому в этом эфире уже не говорил, что эфиры в основном мы проводим плюс-минус 2 часа. Поэтому где-то на какой-то стадии, если выбрасывать, там, через 40 минут, через час гаснет экран, то есть выбросило, значит, ждите, мы перезагружаемся и заходите, как бы тоже там со своей стороны заходите по-новому. Так, еще раз с участникам, кто смотрит на ТикТоке, переходите на YouTube. На YouTube мы, в основном, наша основная платформа. Кому это интересно, подписывайтесь. Канал называется «Мой невроз». «Мой невроз», ищите, подписывайтесь, потому что потеряете. Как бы проводим регулярно. Вот сейчас уже 2 раза в неделю делаем. Вторник, пятница. Во вторник 18:00, в пятницу делаем в 19:00. 19:00 по белорусскому времени. Поэтому аудитория, которая на ТикТоке, переходите на YouTube. Вот, так, ну что, перезапустились. Да, конечно, плохо, когда вот так выбивает, как бы раскатываешься, а потом как бы бах тебе, удар и все гаснет. Там человек просил рассказать о тревоге от тревоги. Он нашел ролик просто тот закрытый, поэтому его интересует. Покупайте программу. Смотрите, объясняю. Тревога от тревоги. Что такое тревога от тревоги? Тревога от тревоги, как это определить? Это когда у тебя тревога будет ни вверх, ни вниз. Она у тебя будет стоять как бы на одном уровне. Она будет невысокая. Ну, скажем, сказать сколько баллов. Примерно баллов 5. Но она будет такая выматывать, такой как гул будет стоять. И ты вот как раз боишься уже, у тебя вот этот страх перед этой тревожностью. Ты ее не хочешь, и ты ее боишься. И этим страхом ты производишь эту тревогу. Вот я вам подчеркиваю маркером, как определить тревогу от тревоги. Зачастую люди путают. Вот у меня тоже парень, откуда-то он, то ли Узбекистана, вот не помню, с югов. Писал, как бы я ему помогаю, пишет: у меня, Александр, тревога от тревоги. Но у него не тревога от тревоги, у него волны шли, то есть он еще не дошел до ситуации тревоги от тревоги. У него как бы прелюдия панических атак. Тревога играла то вверх, то вниз. А тревога от тревоги, она будет на одном уровне. Она будет не вверх подниматься, не вниз опускаться. Она как бы будет стоять на одном уровне. Ирина, здравствуйте. Чувствую себя прогульщицей, родненькие мои. Здравствуйте. Моя старенькая собачка умерла. Завела щенка. Правильно. Все внимание ему. На симптомы нет времени. Тоже тойчик. Только по потолку не бегает. Терапия класс. Да, теперь вы переключитесь, будете за собачкой гоняться. То есть она вас будет отвлекать. Будет ваша тревожка, эта собачка, а вы уже не... Она вас будет доставать, а вы за ней будете бегать. Вот, все старые знакомые, все на месте. Вот, поэтому я объяснил, что такое тревога от тревоги, как с ней работать, с тревогой от тревоги. Есть там ролик, я посвящаю, он будет не один, ролик с игрушкой. Я там даю объяснение, как работать с тревогой от тревоги. Этот ролик находится, все забываю это слово, в нашей программе по выходу, ребята, в программе по выходу. С тревожно-депрессивного расстройства. Вот, программу на купил. Бусти и на YouTube. Но на Бусти для всех регионов. Для России, для Запада, для Европы, для всех. Для Америки, абсолютно для всех. И какие плюсы на Бусти? Первое, это доступно буквально для всех. Бустер. И там нету рекламы.
там у вас будет возможность сфокусироваться на ролике, и вот эта реклама, она не будет сбивать ваше внимание, потому что ты пытаешься вникнуть в то, что я объясняю, осознать, как это делать, что, или там такие вещи, вот я показываю, и вот ты пытаешься понять, как это, что это. Поэтому там не будет мешать реклама. Там ролики будут позволять, чтобы на них сосредоточиться. Еще такой момент, подчеркиваю внимательно, слушайте, многие из вас будут думать, что программа это вот то, что у меня происходит, и вот буквально первый ролик там будут рассказывать то, что у меня происходит. У каждого происходит разное, запомните, у каждого будет разное. Значит, ваша задача, заходя в программу, там есть на каждом ролике описание, например, депрессия, там ролика 2-3 образно. У кого депрессия, все, смотрите депрессию, ищите, да, где депрессия, находите, смотрите ролики. У кого тревога от тревоги, там, например, ищите, тревога от тревоги, тоже 2-3 ролика. Но программа все равно вам надо будет вся, потому что там одно меняет другое, понимаете? С одного выходишь, второе появляется. То есть программа все равно вам нужна будет вся, чтобы работать поэтапно с этим всем расстройством. Вот. А здесь я вам объяснил, чтобы вы правильно понимали. Не ждали первый ролик, это все вот то, что у меня в первом ролике. Это не так. По очереди. Ну, и по очереди. Да, и по Первый, очереди. второй, Вот у меня сейчас это, потом это. Не так, ребята. Ищите в роликах, по описанию находите, включаете, смотрите. То, что я рассказываю, похоже у вас сейчас такое. Вот вы с ролика будете видеть, о, у меня такое. И я там объясняю, что это такое, что с этим делать. Вот так, работать по программе, чтобы вы правильно это понимали. Ну и, конечно, в наших прямых эфирах тоже немало информации, где вы будете вычленять что-то для себя полезное, смотреть, видеть и осознавать и применять. Ирина К., спасибо вам за донат на Сбербанк. Ирина, благодарим. Вы вот постоянно, да, нас поддерживаете. Да. Как я говорю, мне уже даже неудобно, поэтому уже остановитесь. Потому что вы одна только поддерживаете, нам постоянно каждый эфир донатите. А вот. Так, всем, кто остальные донатит, всем огромная благодарность, что вот. Поддерживаете наш канал. Да. И вот 100, 200, 300 рублей это в принципе копейки. Спасибо вам за поддержку. Я просто, ребята, больше, я просто знаю, что сколько ты денег отдаешь на вот эти разного рода препараты, потому что я их покупал, эта сумма немалая. И плюс, если ты еще ходишь к психологу за один прием, у нас сейчас вот в Минске сумма достигает, скажу в долларовом эквиваленте, чтобы вы понимали, от 50 до 100. Это более-менее такие, да, будет там 20-30, но там будут вообще ни о чем. Там будут поговорить, вот, будут сидеть и просто с вами разговаривать, там ни о чем. Помолчать просто. Да. Тоже это более-менее такие, которые там что-то понимают и, ну, соображают в этих темах, от 50 до 100. И то это еще надо найти. Я говорю, психолога найти, это такая большая проблема, именно понимающего, который бы понимал тебя, там же очень важно понимать в ответ вас, потому что каждый человек по-своему воспринимает, он по-своему описывает, и вот его надо разгадать, вот, понять, как он думает, понять, что он имеет в виду под этими терминами, понимаете, это непростое дело. И поэтому вот хороших специалистов их очень мало. И они дорогостоящие. Ирин, ну просто вы на пенсии находитесь. Если бы вы там были директор какой-нибудь своей фирмы, да, спасибо вам, да, огромное спасибо. То мы бы, конечно, понимали, что, а так я понимаю, что пенсии они тоже небольшие, и это человеку, да, на пенсии существенно, понимаете. Я больше обращаюсь к людям работающим.
которые работают, которые могут поддержать да, спокойно. которые получают и для которых там 500 там, рублей, там, Ну, даже 600, 1000, даже 1000 там. 2 это не деньги. Слав, не перебивай. Да, Пенсионеры- для которых, ну, это не Да. такая-то сумма. Просто я сравниваю сумму, вот чисто беру. Я помню, я отдавал, кроме психолога, тратя на таблетки, вот когда я пил там стимулатон, там, еще чего-то, суммы доходили, я помню, до $100 в месяц, и только тратил вот на свое лечение. Это 10 тысяч. Вот 10 тысяч в месяц ты... Так это я без психолога беру, это чисто вот таблетки. А если еще взять психолога, у того на выходе, ну, даже возьмем один Около прием. 30 тысяч. Ой, это одна неделя. 30 Но ты- $300. Подожди, 300, да, $300, 30 Ну. тысяч выходило в месяц. Только 30 тысяч, да. психологи и Это таблетки. психологи таблетки. Это выходило, да, 200 до 300. То есть и с таблетками, и с психологом. Да. Вот если ты берешь раз в неделю ходить, образно, вот бери $50. Это минимум 50. Да, то это 200 и плюс таблетки. Мгм. То есть это круглая сумма. Поэтому я не считаю, что вот эта сумма, с которой мы к вам обращаемся, это очень такая неподъемная для вас, ребята, сумма. Да, или программа 1000 Да. рублей, по которой вы будете работать. Как Ну, 1000 без рублей на психолога. месяц, $10. В месяц. Любой, Месяц. доступен любое видео. в А любое этим время. самым вы, как, скажем так, как наша кровеносная система, вы нам жизнь даете, вы, помогая нам финансово, как бы, Мы делаем для мы вас. можем, да, мы можем работать, потому что, вы поймите, это тоже работа. Это работа. Я не сижу и не рассказываю здесь сказки, а я думаю о том, о чем я говорю. Это тоже тяжелая умственная работа. Вот для вашего понимания. Но я думаю, таких людей, как Ирина, Лариса, Светлана, будет становиться потом как-то товарищ, вот его имя, который нам на YouTube все время закидывал. Спонсор наш. Рамзан или Назар. Сейчас, Я думаю, понимающих людей будет становиться все больше и больше. Спонсор у нас, он постоянно подкидывает нам деньги, Вот. денежку закидывает. Так, ладно. Сейчас я найду, скажу. Поддержку я забыл. Так, вот Дмитрий спрашивал. Ну вот, Дмитрий, надеюсь, я ответил на ваш вопрос и на перспективу людей, которые будут смотреть наш канал. Чтобы у вас было понимание, как работать с программой. Как работать с программой. Но тоже не живите с убеждением, что вот если я возьму программу, значит все, я там все пойму и я выскочу. Потому что бывают такие вещи, что даже с программами тяжело разобраться. Бывают такие моменты. Поэтому я еще раз вам объясняю, всем людям. Программы, то, что я отвечаю здесь, вот то, что я отвечаю на ваши вопросы, это 50 на 50. С программой, образно скажем, там 70-80%. Чтобы было 99-98, это личный контакт. Личный контакт. Вот Лариса, даже найдите Лариса Польченко на нашем канале. Она все время пишет. Она говорит: Александр, как вам помочь? Разошлите мои голосовые везде, куда вы только можете. Она все время обращается к людям. Люди, не бойтесь, обращайтесь к Александру. Я боялась, но когда обратилась и стала с ним заниматься, мне намного быстрее все пошло, и я более понятно стала становиться, потому что самостоятельно она не совсем могла разобраться. Поэтому я говорю, полного эффекта, это чтобы вероятность повысилась выхода вашего там до 99%. Почему я говорю 99%? Потому что 1% будет людей, но это очень малый процент, у которых слабый интеллект, тщетный интеллект. Когда человеку объясняешь, а он не въезжает вообще, вот ему с разных сторон заходишь,
а он никак не может понять, что ты пытаешься ему донести. Поэтому я и говорю, вероятность 99%. Это личный контакт. 70, скажем, 70-80 это по программе. Кто в легком будет, я думаю, там это справитесь по программе. Кто в сложном и не может никак понять, там что-то осознать, никак топчется на месте, то на этап это значит прямой контакт. Вот. Здесь, сидя, смотря ролики, там эфиры, здесь задавая вопросы, 50/50, с программой где-то повысится 70-80. Ну и если кто заблутал, запутался, не может, чувствует, что вроде делает, но прорваться не может, то в гости просим. Вот, как говорится. И еще такой момент, которую ошибку делают люди. Это когда начинают работать там сразу с 2 психологами. Либо начинают прыгать по 2 каналам и то там урвет, то там урвет, то там урвет. Такие вещи можно делать уже, когда ты много чего понимаешь, и да, ты можешь уже, есть способность анализировать, вычленять, понимать. На начальной стадии это будет наоборот вас ввергать в большую тревожность, потому что тот говорит так, этот говорит так, и у вас будет создаваться каша в голове. У меня просто была такая ситуация, обратилась девушка, стал ей помогать, она стала брать от старого психолога то, что он ей говорил, и, ну скажем так, 2 смешивать в одно место, соответственно, ничего там толку не получалось, потому что я говорил, вот делайте так, 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 она как бы делает по-другому, понимаете, как ей старый психолог сказал, и вот такая вот каша получилась. Поэтому, если работайте с одним психологом. Анализируйте. Вот с ним работаете месяц, смотрите, есть изменения, значит продолжайте. Вы будете по себе видеть. Если видите, что работаете с психологом, работаете, а изменений нету, значит меняйте психолога, значит он вам не подходит, этот психолог. Вот так анализируйте, понимаете себя и действуйте. Я уже когда бегал долго по разного рода специалистам, то я уже научился за 1-2 сессии определять, мне тут помогут или нет. То есть я уже получил навыки, мог сам анализировать, понимать, мне здесь помогут или не помогут. И вот мне хватало 1-2 сессий, и я понимал, что это пустое, что мне тут не помогут, и это бесполезно сюда к нему ходить, как бы, и искал дальше. Вот, ведь от откатов никто не застрахован, и мне может понадобиться ваша помощь. Я эти крохи могу себе позволить ради процветания вашего канала, вы нужны людям. Ирина, я говорил и еще буду говорить, буду повторять снова и снова. Кто пройдет мой путь, тот, который прошел я, вы больше никогда не попадете снова в это расстройство. Объясняю почему. Потому что сформированные вами навыки, они никуда не денутся. При необходимости вы их вспомните и будете применять. При необходимости, если будет какая-то стрессовая ситуация затяжная. Ведь я эти навыки сейчас применяю. У нас не идет канал, как бы мы осаживаемся с финансированием за эти годы, за 2 года мы время отдавали, мы работали над каналом. Я постоянно был в этом. Скажем так, тратили больше, чем зарабатывали, соответственно, со своих сбережений деньги уходили на канал. То есть, надо было жить, там, существовать, вот. А это создавало стрессовую ситуацию. Но за счет КПТ я до сих пор не даю себя вкрутиться в тревожное расстройство, уйти в невроз. А именно за счет моих навыков. Понимаете? Вот поэтому я говорю, что вы назад не вернетесь. Я еще хотел ролик снять, чтобы
предметно вам показать, почему вы не вернетесь. Слова это есть слова, не все понимают. Всем надо вот на каком-то примере объяснить, и человеку доходит. И вот у меня есть идея, но надо как-то собраться, снять этот ролик, и вы поймете. И на том ролике вы поймете, почему вы назад не вернетесь. Вот. Так, вот Дмитрий спрашивал. Так, Дмитрию ответили, Ирине ответили на ее неправильное ожидание вот этой боязни, что она может назад туда вернуться, там, где была. Но это уже будет невозможно. Потому что эти знания, они будут в библиотеке, и ты уже автоматически их будешь даже применять. Навыки. То, что мы когда-то делали, какие-то повторения, какую-то работу, мы ничего уже не забудем. Потому что мозг, он постоянно пишет. Он все запоминает. И поэтому то, что ты приобрел здесь, вот это именно КПТ, само по себе создавалось, это как наука стрессоустойчивости. Соответственно, ты получил навыки стрессоустойчивости, то значит, почему ты попадешь обратно в невроз. Ты уже не попадешь, потому что у тебя есть навыки. Вот мне сколько, смотрите, 49, в этом году будет 50. Я вышел, сейчас скажу, 45. Вот уже получается 5-й год, как я вышел с невроза. Вот вы видите меня, я сижу перед вами. Хотя сейчас по факту получаешь практически таком, относительно постоянном стрессе, да, вот, того, что не получается именно с финансами, их меньше и меньше становится, то это и есть стрессовая ситуация, ты как деградируешь, понимаете? Но навыки дают, с этим справляться и, соответственно, хорошо себя чувствовать. Именно навыки, те, которые я приобрел, когда выходил с этого состояния. Поэтому, ребята, этот инструмент вам останется на всю жизнь. Вы его сейчас приобретаете, и этот инструмент у вас останется на всю жизнь. Вот то, что меня как-то один подписчик спрашивал, как выйти на сухую. Вот это и есть выход на сухую. Потому что когда люди сидят чисто на препаратах, они постоянно, у них приходит ремиссия, потом они снова залетают в это расстройство. И вот так они живут всю жизнь. Там снова пьют таблетки, снова ремиссия, потом снова залетают. И вот так у них происходит всю жизнь. А именно потому, что таблетки, они же не дают человеку навыка, а именно то, что он делает сам. Понимаете? И у него нету инструмента. Вот у него какая-то стрессовая ситуация, и вот эта стрессовая ситуация, человека снова начинает размолачивать, тут пошли воспоминания у него, а ты этого боишься, ты намучился, ты этого не хочешь, а эти мысли вызывают страх, и вот так человека снова заматывает обратно. Зачастую, как я рассказывал, бывает зачастую, человек прописывают ему препараты, и он пьет какое-то время, то пьет, и вот чем ближе время приходит до завершения приема этих препаратов, у человека начинает мысль появляться. А именно мысль, как ему было плохо, без препаратов, когда он не пил. И эта мысль у него вызывает страх. Все. Она начинает его, наоборот, раскручивать снова. И зачастую, когда человеку пришло время уже заканчивать, приходит к этому доктору, специалисту, и ему не говорят, он не прекращает пить таблетки, а ему наоборот берут и дозу увеличивают. Потому что его эти мысли раскрутили. Раскрутили его тревогу, то есть увеличили ее. Вот зачастую оно так бывает, понимаете? Вот я вам объяснил, почему вы назад никогда не пойдете. Вот то, что называется выйти на сухую. Потому что это все вы сделали сами. Вот большую часть работы, даже тех, кто пил таблетки,
основную часть работы вы сделали сами, тренируя свой мозг, приобретая эти навыки. За счет навыков вы вышли с этого состояния. Как я говорю, вы излечили сами себя словом и мыслью. Если откинуть всю шелуху, то по факту оно так и есть. Сила мысли, да. Вот. Так что, ребята, вы это осознаете, когда будете на выходе, вы поймете, что вы назад не попадете, потому что вы уверены в себе будете. Но это тот человек, я не могу за всех ответить, вот я за себя говорю, вот пройдя весь путь, все это изучив, поняв, тренировал, все, я стал уверенным, что я назад не попаду, потому что у меня есть навыки. Уверенность. А когда у тебя уверенность, у тебя нету тревоги, все. Вот. И второе, вот представляете, вот вы бы всю жизнь, даже таблетки, вот это сколько надо денег на таблетки, да, вот всю жизнь покупать эти препараты. Это сколько надо денег. Ну, это откинем в сторону. Самое главное, что вы мучиться не будете. Вы будете жить нормальной жизнью. Нормальной жизнью, а не такой, как мы жили. В мучениях, как я называл, в аду. Ты живешь в аду. Это кромешный ад. Ты все время страдаешь, ты в страданиях. Ты живешь в страданиях. Это не жизнь, это невыносимо. Это страдания. Такое, как сосуществование. Ты как существуешь. Не живешь, а существуешь. Вот. Ирина, страх держится. Страх, это ваши мысли. Мысли вызывают страх. Напишите мне, какая мысль у вас появляется. Ирина, мысль та, которая вызывает у вас страх. А мысль это будет, что все вернется, что все может вернуться. Эта мысль, скорее всего, у вас будет. Напишите, так или нет. Ирина, жду ваш ответ. Так, что все вернется. Смотрите, так, Дмитрий, я сейчас Ирине отвечу. Смотрите, это мысль. У меня оно какой-то период было, вот это напоминание, что вот оно все вернется, вот это состояние, как бы все вернется. И эта мысль у тебя вызывает такой страшок, тревогу. Все, у тебя сразу запускается тревога. Записывайте. Вот как только возникает эта мысль, что все вернется, в этот момент говорите себе, даже вот немного злость вызывайте, как бы. Вернется так вернется, я с этим справлюсь, у меня много опыта и знаний. Приведите примеры, с мыслями разделяться, научились вы. Тревогой управлять, понизили тревогу, стресс, это вы сделали. То есть это вы сделали Ириной. Вот все положительные моменты это сделали вы. И вот когда появляется эта мысль, вот так себе говорите и приводите примеры, привели примеры и отвлеклись. Снова эта мысль появляется, снова так делаете. И вы придете к такому моменту, когда вот эти слова, это убеждение и осознание укрепится у вас в мозгу. И вот тогда вы станете абсолютно все уверены, эта мысль пропадет. Поэтому вам осталось пройти вот последнюю эту стадию, что все вернется. Чего вы раньше не написали, Ирина? А мучились этой мыслью, что она у тебя все время тревожность вызывает. Нужно, оспаривая эту мысль, встроить в себя это убеждение, плюс осознать, что это сделал ты. Вот через воспоминания, через примеры, что это сделал ты. А не кто-то другой, не таблетка и не кто-то другой, а именно ты это сделал. Нужно постоянно спаривать. Смотрите, негативные мысли, что можно с ними делать?
эти мысли. Обдумывать. А они... Вроде появился. Техники по работе с мыслями там разные есть. Можно на них злиться, можно через проговаривание положительного слова проговаривать, то есть ты с ними разделяешься. Вот. Еще можно на них злиться. Если идут потоком, отходить их в сторону скидывать. Цель и задача не начинать их обдумывать, эти мысли. Так устроен мозг. Когда ты начинаешь их обдумывать, это получается они тебе важны, и мозг их тебе воспроизводит больше, больше, больше. Еще я видел, они извне как бы приходили. Извне приходили, вот потоком шли. Вот мы как-то с Василием беседовали, когда встречались, то пришли к выводу, то есть у нас был одинаковый вывод, что негативные мысли тоже зависят от нашего эмоционального фона. Когда мы находимся в подавленности, вот эти мысли к нам тоже. То есть эмоциональный фон, он тоже как способствует выработке или появлению вот этих негативных мыслей. Вот такая какая-то взаимосвязь есть, понимаете? Правильно, здесь и сейчас мысли прозрачные, целостная, первород исток. Света любви придет целостная. Владимир, да, вы вот написали, только трудно тут что-то понять. Таким людям, как несведомым мне там в Библии и так далее, особо несведомым, то мне там тяжело понять то, что вы написали. Так, Ирина, поняли, как работать. Дмитрий, чтобы больше вам понять, найдете в программе, есть ролик «Брестская крепость». Там еще такое название «Мысли как враги». Вот там я образно тоже объясняю, как работать с мыслями. Также еще где-то в каком-то эфире, вот у нас есть 4 как бы рейтинговых эфира прямых, вот они там на первом месте у нас идут по просмотрам, то там тоже... Есть прямые эфиры. Да, то там тоже я касаюсь темы именно, что можно делать с мыслями, работа с мыслями, как бы. Можете тоже там смотреть. Вот. Все есть в программе, все есть в программе. Так, чувствую себя прогульщицей. Так, есть еще у кого какие-то вопросы? Да, еще такая просьба к вам, ко всем. Вот дело в том, что вы здесь пишете, вот эти все комментарии, их не будет у нас на ютубе, когда мы закончим эфир, и останется наш прямой эфир на ютубе, да, но скоро у нас. оставлять не будем. У нас. Будут только у нас. Подожди. Программа. Пишите комментарии и ставьте вот эти там лайки, либо дизлайки, либо лайки. Дело в том, что так работают алгоритмы Ютуба. Чем больше вы пишете какие комментарии и ставите лайки, YouTube это считывает, и он видит, что канал как бы пользуется спросом, активность на канале, и он тогда начинает его двигать, он начинает предлагать другим людям. Понимаете? Поэтому продвижение канала тоже прямо зависит от вашей активности. От вашей активности на нашем канале. На нашем канале. Особенно хорошо двигает это комментарии, ваши комментарии, то, что вы там пишете. Чем больше комментариев, YouTube считывает это, и он начинает канал предлагать. Предлагать канал другим людям. То есть он как доставляет. Вот человек сидит, ищет, а тут раз он и выскакивает у человека, например, на компьютере. Наш какой-то ролик. То есть YouTube начинает предлагать. Вот так работает как бы вот эти все принципы Ютуба, как двигается канал, именно за счет лайков и комментариев, плюс ваши просмотры. Вот эта активность, временная активность, сколько люди смотрят именно
ролики в Ютубе. Вот. Смотрите, сейчас я вам объясню. Это мое хобби-работа. Как сказал Арнольд Шварценеггер, самое идеально, когда ваше хобби становится вашей работой. Дело в том, что я много получил информации от Анны и многое изучал на себе, когда выходил с этого состояния. Также я потом много, скажем так, читал разной литературы, у меня большой багаж знаний. Поэтому я как бы, да, я помогаю людям, да, делаю как бы консультации, люди обращаются. Тому, кто хочет, кому надо, они обращаются. Мой контакт на первой странице мой контакт. Вот, Ирина, вас подкорректировали, вот вам последнее дожать ситуацию надо, вот так, как я сказал. Чего вы раньше не написали? Я думал, все, у вас уже выходите спокойно и свободно. А вас еще торпедируют эти мысли, они еще у вас немного тревогу включают. Да, саморазвитие. Но поймите, мне информации, вот Анна, она училась в Москве, она училась в Америке, в США, там какой-то гарвардский, не гарвардский, ну какой-то там университет или институт. Кстати, она вот год назад писала именно работу, какую-то научную работу туда, в этот институт, где она училась. То есть она уже целую, как сказать, это диссертация или как научную работу делала. То есть этот человек очень много чего мне дал. Он дал такие познания. Я за год или 2 года, там, 3 хотел сказать, бродяжничества, хождения вот по этим разным специалистам, мне они все вместе не дали той информации, даже там 10% той информации, которую мне дала Анна одна. Понимаете? Она такие вещи вот эти знала, я в шоке был от ее знаний. Я все время думал, а с тобой же разные штуки происходят. Я думаю, ну вот, сейчас ей вопрос задам, потом такие моменты были. Ну сейчас, ё-моё, ей вопрос задам, а она точно не знает. Я говорю, Анна, а у меня вот тут мысли вот ходят. Она говорит, да, это те мысли, от которых вы дистанцируетесь. Не пугайтесь и не втягивайтесь в них, если они пытаются вас проникнуть. Я, думаю, нифига себе. Понимаете, какой бы я ей вопрос ни задал, у нее был на этот вопрос ответ. И ответ не просто, как вам сказать, не просто ляпнуть, а осмысленный ответ она еще могла объяснить, что и почему. Понимаете, она еще такая очень начитанная, вот в своей профессии она много чего сама еще тоже, я так понимаю, самообучалась, понимаете. Нет, смотрите, Лиз Бурдо я не знаком, я читал, как вам объяснить, книг я читал немного. В принципе, я понимал, я уже получил знания, как это все устроено, как функционирует мозг, плюс то, что я видел. Потом я раз 8 перечитывал Джона Кэха «Подсознание может все». Это первая книга, а вторая книга называлась, как-то, я ее немножко перефразировал, «Квантовый воин осознанности». Но потом я как бы смотрел, там пробовал, тоже начинал читать Диспенза, но я понял смысл, что они все говорят об одном и том же. Поэтому смысла перечитывать одно и то же у меня по факту отвалился, понимаете? В принципе, они все говорят об одном и том же. И меня более глубинно интересовало. Я стал очень много смотреть Татьяну Черниговскую. Там уже такое пошло высшее, там вот про сознание, там интересные штуки. Но когда я входил
ее смотреть, она там такие вещи рассказывает, и я сразу мозг тревожился. Это ты в неизвестность идешь, там это, такие штуки, она как-то сложно рассказывала, ты думаешь, ё-моё, чтоб не запутаться там. Но я пока вам не рекомендую Татьяну Черниговскую смотреть, потому что там очень глубинное, для вашего неподготовленного сознания как бы не надо это делать. Вам надо пока пройти вот то, что я рассказываю, то есть подготовиться. Кэх это база. Вот от Джона Кэха, когда я еще не занимался, был в этом неврозе, я как-то купил эту книгу, ну как-то случайно, вот, но случайности в жизни не существует, значит оно надо, так было. И вот, когда я ее в этой тревоге пытаясь считать кое-как, я как-то уловил его одну мысль, что говорите себе. Вот говорите себе и представляете то, чего вы себе хотите, как бы. Вот больше у меня засело говорите себе. И я вот помню, я выхожу на улицу, ты же в этой руминации, тебя крутит, у тебя тревога. И я вот шел и что-то начал себе говорить позитивное. Вот говорил, вот сколько шел, говорил. И я потом как-то заметил, что да, что-то есть, вот как-то оно что-то работает. Но я же тогда не понимал, что когда мы себе говорим, это есть разделение с мыслью. А вот когда я попал к Анне, то там уже пошло вот это все занятие осознанно. И вот там, осознавая, понимая, как это все функционирует, и анализируя, то есть она мне давала эту базу, и ты начинаешь идти осознанно и выстраивать вот эту цепочку, начинать свою слаживать, алгоритмы эти, понимаете? Почему я и говорю, ребята, психологов много, их больше, чем... Но зачастую мало толку, потому что мало кто имеет вот эти знания, глубинные понимания. И когда человек сидит в плотном, как я говорю, по самые помидоры, то нужно очень сильный специалист с глубинными познаниями, чтобы его оттуда вытащить. Вот. А таких специалистов мало. Как Анна сказала, к сожалению, очень много плохого образования. Так визуализация и образы это одно и то же. Это мы себе картину создаем, правильно? Работа с визуализацией и образами. По факту визуализацией и образами мы сами себя и лечим. И тут же переключение это идет. Вот. Я как-то смеялся, где-то пару месяцев назад попался какой-то ролик или что-то. В Германии начинают практиковать именно работа с расстройствами через визуализацию человеку, самовнушением, то есть, понимаете, и меня смех взял немного, как бы засмеялся, говорю, вот, наверное, наш со Славой канал посмотрели и начинают внедрять в Германии, потому что мне звонили люди, связывали с Германией русскоязычные, там тоже полное такое, я думал, может, там посильнее медицина, оказывается, ничего похожего. Тоже там с психологией все очень грустно. В Европе, в США люди звонили. Мне пару человек с США звонили, русскоязычные. Оказывается, везде специалистов на пальцах пересчитать. Вот именно, которые человеку восстанавливают вот это эмоциональное здоровье, понимаете? Хотите вас на глубинное знание простым вопросом. Я сам не мог когда-то на него сходу ответить. Мне интересна визуализация, работа с образами. Сила мысли и слова для меня инструменты для работы с подсознанием. Сознание, подсознание. Сознание понятно, подсознание это очень такой спорный вопрос про подсознание. Меня проверить хотите?
вас проверю на глубинное знание простым вопросом. Я сам не мог когда-то на него сходу ответить. Ну, проверьте. В метафизике болезней именно поиски первопричины болезней на ментальном и духовном уровне. Мгм. У меня много опыта в метафизике. Метафизики болезней. Ментальный. Ну, это вот Ментальное здоровье. наша Лариса этим работает. Это вот Именно ментальный. поиски болезней на ментальном и духовном уровне. Ну, Слушайте, Сергей, дух, ну, это вот наши тела биологические. подожди, это Сергей, тело. Сергей вас зовут, вот вы пишете, давайте с вами, если, Созвонимся. подождите, Интересно. подожди, если у вас желание на следующем эфире выйти со мной вот в прямом эфире, вот там как бы с вами и, ну, пообщаемся, подискуссируем. Вот там меня проверите Интересный вопрос. на знание этой квантовой физики, генетики, там, эзотерики. 7 Там. смертных грехов. Зачем про грехи здесь говорить? Просто 7 Мы смертных. туда пошли. Сергей, вы немножко не туда пошли. Это психология. Это уже идет грехи. Эзотерика. Это идет уже, как его, к Богу туда, вот эти грехи. Эзотерика идет. Вот, давайте с вами встретимся. Я вижу, что у вас немного, вы, наверное, где-то... Практикуете. Да подожди, Слава, не перебивай с мысли. Что вы где-то вот в сторону туда больше в Библию. Вот эти смертные грехи, это оттуда, правильно? Это оттуда, с Библии, Корана, там еще, ну, вот от этих там знаний. Понимаете, вот оно оттуда. Но я всегда задаю вопрос, а кто написал Библию? Кто? Человек, правильно? А человек, он пишет, может написать вот как ему угодно, понимаете? Почему многие знания переделаны? Переделаны, они искажены, потому что они человеком писались. Ну, это так. Мне вот, я люблю на такие темы разговаривать и дискуссировать, понимаете? Поэтому давайте мы на следующий эфир, это будет пятница, мы, Слава запрограммирует, что вы выйдете в прямой эфир, мы с вами Это будем... обязательно. Позвонить, ну, созвонитесь на WhatsApp, я для двоих включу эфир, Да. что второй человек сможет присоединиться в любое время. То есть что надо сделать? Ну, созвоните, чтобы подтвердить это точно, чтобы было. Да, найдите у меня на главной странице мой контакт. Вот там напишите, и мы с вами тогда уже будем, как говорится, на короткой ноге и переписываться, и на следующий эфир тогда мы сделаем, вот будем с вами вести, ну, своеобразную дискуссию. Вы будете свое видение говорить, я свое видение. Это не будет спор, это мы просто будут как рассуждение идти. Потому что, как я говорю, мы не можем все знать. Это невозможно все знать. Понимаете? Поэтому мы с вами будем рассуждать, почему вы так думаете, почему я так думаю. Мне нравятся такие разговоры, я люблю учиться, и я, ну, как сказать, любого человека воспринимаю, если вот у него есть какие-то знания, то, ну, я люблю слушать, анализировать, где-то высказать свою точку зрения, может так быть, не может, ну, со своего видения, конечно, понимаете? Вот. Через какую программу у меня есть канал? На двоих включаем. О, отлично, у человека канал есть. Ну, я понял. Канал, отлично, давайте. Мы вот искали такого человека тоже, чтобы был с каналом, ваша аудитория, наша аудитория. Через какую программу вы работаете? Иди спроси. Ну вот я спрашиваю, сейчас он ответит. У тебя он рефлексия пишет.
Штрафы пока. Так, когда принять новое обещание. А через какую программу работаете вы? Через OBS Studio? Иди сделать. сядь. Видите один человек? Нет, ну я могу... Или перевернишь у тебя. Сейчас вот Слава с вами пообщается, я просто не понимаю. Скажите, через какую программу вы хотите? Через OBS Studio или мы просто сделаем как бы... Мы обычно делаем на YouTube, задаем 2. Думаю, через YouTube можно будет... Да, ну вот, через YouTube совместную трансляцию. Я так и хотел. Мы все время так и делаем, совместную трансляцию. Кстати, мы делали раньше вот с Россией. Да, люди хорошо. Были. Мы так и делали. Мы делали эти трансляции, как бы... Сразу ставим, то есть 2 человека, разделяем, ну, на 2 разделяется экран и делаете эфир. Хорошо. Созвонитесь с Александром, договоритесь, чтобы было точно, чтобы... Ну, а то, что я поставлю настройки эти, и они будут изначально... Ну да, будем стоять. с вами контактировать. Вот я люблю с людьми знакомиться. Я вот такой человек, я со всеми, как бы, будет. да. Особенно с интересными людьми, мне вообще интересно. В шорцах с телефона ремонт в квартире у ОМП пока недоступен. Ничего. То есть с телефона. Вот с телефона, так и мы ж везем с телефона. Да, ну вы можете с телефона просто ему может человеку не... ну будет нормально. Если вам удобно, то какая разница? Телефон, точно так же вот он просто будет разговаривать, слышишь? А вот здесь не будет? Нет, у него просто по-другому. Он перевернет телефон. Я буду его видеть? Да. Мне главное, чтобы у вас картина, а то я как-то вот, ну, не так настраиваюсь, когда вот разговариваю, да, вот, как говорится. Бездушевно ты как бы разговариваешь, а когда видишь человека, ну, совсем другой настрой. Да. Все, вот контакт мой есть, как бы, и все, пишите. А вы, кстати, откуда, скажите, пожалуйста? С какой страны? Дело в том, что если вы с России, то там есть вопросы со связью и такие серьезные довольно. Нет, через VPN нормально не работает. Через VPN там? Ну, я думаю, да. Напишите, пожалуйста, с какой вы, откуда. Ладно, пока не напишите, сейчас попробую девушке ответить. Я сегодня запускал, была возможность совместной запускал, была возможность. Но видите, мы-то не знали, нам надо заранее устанавливать здесь, как бы, чтобы была трансляция. Это заранее делается. У нас, вот если человек захотел, если у нас не установлена программа, то мы не выйдете. Не настроено, да, то мы не можем включать. Чита. Россия что-то, YouTube работает. Ну там, да, там вдалеке у вас работает YouTube. Все, хорошо, договорились. В пятницу, смотрите, в 19:00 по белорусскому времени. Это по московскому тоже. Так если человек щиты. Ну по Москве, давайте. По Москве. То есть с Москвой у нас одинаковое время, вот можете сориентироваться, часы эти как бы откинуть. Получится у вас в 19:00 как бы? Сможете? В любое время там подсоединиться плюс-минус 10 минут. Да, визуализация, вот ты картинку себе вводишь. Я сначала животного вводил, воображал себе медведя. Я говорил, я здоровый, сильный, как медведь, вот воображал. А потом я начал со временем как-то на себя налаживать. Я видел в себе себя здорового, я вспоминал себя молодого. И у меня получилось вот раз, и оно аж внутри вдохновение, что ты такой, либо в спортзале себя, я там занимались по молодости как бы, ну и тут в неврозе занимался, поэтому картинки были, да, моей жизни. И я брал и налаживал на себя визуализацию, и говорил, я здоровый. И потом эмоция уже пошла работать. Пошла эмоция работать, она как бы вызываться начала. И я увидел, что этот страх как бы подавляю, понимаете? Там же страх у тебя работает. Да, смогу. Спишемся в личке. Это где? В личке, ну это через WhatsApp. Да, через WhatsApp. WhatsApp спишемся, и все, и мы с вами будем на контакте. Ой, я очень рад, и я только за. В YouTube в личке тоже. И я только за это.
Вот. Так, вот тут здесь девушка еще написала. Хочу ответить ей на вопрос. Так, девушка не убежит. Смотрите, о рефлексе страхи не уснуть. Как вы побороли? Я давно смотрела ваши видео, но знаю, что нужно встать и начать читать. Или что-то делать, чтобы не стараться уснуть, а наоборот, помогает, но окончательно. Смотрите, Галина, как вас зовут, не знаю. Вы, вот девушка, пост, который я только что зачитал, вы еще здесь, на прямой связи? Отзовитесь, пожалуйста. Вы здесь? Я сейчас вам объясню. Ваши ошибки во сне, ну, попытки заснуть. Так. В Москве плюс 6 часов разница. Галина, да, я здесь. Галина, смотрите, первое, какое будет у вас убеждение, я должна заснуть. Есть такое? Пишите, есть или нету. Я должна заснуть. Почему? Потому что если я не буду спать, это плохо для моего здоровья, там, ну и все по набору. Вот есть такая идея? Напишите, пожалуйста. Да, есть. Теперь задаю вам вопрос. А почему вы считаете, что если вы не будете спать, это плохо для вашего здоровья? Еще один вопрос. Сколько вам лет и ходили ли вы на дискотеки? То есть вы человек того времени или нет? То есть, ну или вообще, ходили на ночные дискотеки вечером, там, куда-то гулять, в бар, там, еще куда-то? Галина, жду вашего ответа. Ходили ли вы на дискотеки? Интересовались. Смотрите, цигуни, я интересовался, но я такие вещи делал, только это похоже на цигунь, но я делал осознанно для управления своим мозгом, понимаете? В опыте, как сегодня, вялость. Было в опыте, как сегодня, вялость. Вот когда вы ходили на дискотеки, приходили в 2 часа ночи, там в 3 часа ночи, вы же тогда не тревожились за то, что вы мало спите, верно? Верно, правильно? Вы же тогда не тревожились вот в то время. Ой, а я не сплю, а это для меня плохо. Вы же тогда так не думали, правильно? А теперь вы посмотрели Малышеву там по телевизору, да, известная передача «Здорово-здорово», где тебе говорят, вот, ты должен спать 8 часов в сутки. Если ты не будешь спать, это для тебя плохо. Там не вырабатывается там мелатонин, там еще чего-то и все. И у вас сформировалась вот эта идея, что я должна спать. А на тревоге человеку тяжело заснуть, потому что тревога это момент активности, это бей-беги. Я помню, когда у меня эта штука начиналась, я лежу, смотрю в потолок, но я еще не понимал, у меня еще страха не было перед сном. То есть еще не сформировался, еще до того, как это все начало формироваться. Я в потолок смотрю, и я чувствую, вот мне вставай и иди снова молоти, снова работай. Я как думаю, такое сравнение было, как универсального солдата. Жена спит, дети спят, а у нас еще фонарь в окно попадал с улицы. И ты вот потолок видишь, и я лежу, и у меня завтрашний день в голове.
Вот пролетает, вот быстро, такое мышление быстрое-быстрое валит. Я думаю, что за ерунда, ё-моё. Я должен спать. И вот тогда я испугался. Вот это первый мой такой испуг был. Не сильный, но я думаю, что-то со мной ненормально. Все спят, а я ни в одном глазу, у тебя даже нету признака вот заснуть. А у меня это уже, я много работал и было напряжение от работы. Плюс я все быстро делал, в такой момент вошел, быстро все делать, и получается я разогнал мозг. И у меня вот постоянно мыслительный процесс. Вот быстро делал это, и мысли эти летели, что шальные, да. Мои мысли, мои скакуны, песня не зря придумана. Вот. Поэтому возвращаемся ко сну. Первый момент. Вам нужно оспорить ваше убеждение. В том, что вы спите, ничего страшного нету. То есть привести пример. Позвоните маме, возьмите вот сейчас телефон. Позвоните своей маме или свекрови позвоните там. И вы узнаете интересную штуку. Что они тоже не спят. Они могут встать в 3 ночи, включить телевизор, смотреть его часа 2, потом как-то там дремануть, потом встать в 6 утра, пойти попить чая, походить. И вот такой у них сон. Но они почему-то за это не тревожатся. Вот если вы живете в большом доме, у вас квартира, вот подойдите в 12 часов ночи, в 2 часа ночи, в час к окну и посмотрите на дом, который стоит у вас против вас, напротив вас. И вы увидите горящие окна. Тю-тю-тю-тю. Там бабушка вяжет носочки внучатам. Там мужчина пришел с ночной смены, смотрит телевизор, кино какое-нибудь, ему спать не хочется. Он только пришел с ночной смены, сидит еще чай пьет, в 2 часа ночи еще смотрит телевизор. Но он не тревожится из-за этого. Понимаете? Первое, уберите убеждение, что вот это, оспорьте его, что если я не сплю, это для меня плохо. Вот. А второе, как научиться спать, есть ролик. Вот я вам навел, первое дал, просто нету времени долго вам рассказывать. В программе есть ролик, он, по-моему, так и называется «Как научиться спать». И этот ролик я как бы рекомендую всем людям, даже у кого нету невроза, а у кого проблемы со сном. Я сном овладел полностью. Потом, когда общался с Анной, это вот не очень так давно, Анна сказала, посмотрите осознанные сны. Есть на ютюбе, специально людей обучают осознанно уходить в сон и понимать, что ты спишь, и это сон, это не реальность. И я когда смотрел, я понял, что тренируясь, я вот эти вещи многие делал. То есть я научился делать осознанные сны. Но я тогда не понимал, что это называется осознанные сны. Просто я научился спать. Я по-новому научился спать. А как я это сделал, я рассказываю в ролике. Поэтому заходите, подписывайтесь, переходите на Бустер. Там есть программа, она буквально недорогая, чтобы вот нам как-то развиваться дальше. Вот. И там поймете. Так, можно научиться не думать о мыслях. Смотрите, можно научиться хорошего стрима. Сегодня покину вас с утра, отпишу. Все, спасибо, буду ждать. Поддерживайте канал, не забывайте. Буду ждать. Так, Дмитрий, можно научиться не думать о мыслях. Конечно, можно научиться. Вы имеете в виду, можно ли научиться не вести мыслительный процесс? Конечно. Смотрите, как это работает. Если мы постоянно думаем, вот если мы будем постоянно думать, то вот я привожу такой пример, вы устанете. Постоянный мыслительный процесс, ты от этого тоже устаешь, если ты постоянно думаешь. Поэтому природа придумала, какой наш мозг, делать мысли автоматически. То есть вот ты лежишь, а они там сами по себе бегают, эти мысли ходят. То есть ты их не наблюдаешь. Ты отвлечен от этих мыслей, и, соответственно, ты их не видишь, ты их не напрягаешься. А когда
про что-то, ты напрягаешься, понимаете? Ты ведешь мыслительный процесс. Но в чем ошибка? Если вы будете пытаться не думать, это тоже ошибка. Чем больше ты пытаешься, как, ой, мне не надо продумать, все, он начинает этим мыслям придавать значение. Вот это мне не надо про это думать, это и есть ты про это думаешь. Понимаете, как оно работает? Там вот хитренькие такие штучки. И если ты неправильно понимаешь, ты будешь неправильно действовать. А если ты неправильно будешь действовать, значит ты будешь топтаться на месте. Ты словно трактор, идущий на месте. Ты вроде бы едешь, но на самом деле ты не едешь, ты на месте крутишься. Дмитрий, конечно, можно. Есть... Вот уже наш подписчик подсказывает, что есть много рабочих техник. Это вот наблюдение мыслей. Ну там всякие штуки идут. Я помню, останавливал процесс. Вот Галина касается снова вашей проблемы. Когда вы ложитесь, вы будете в руминации. Вы будете крутить свое тревожное мышление про то, что вы не спите, то есть про то, что с вами происходит. Вот это твое тревожное мышление, думание про это состояние. И вот вам эти мысли, они не дают уснуть. Понимаете? И я учился, я применял два способа. Первый, это я, игнорируя эти мысли, пытался вообразить себе картинку, удерживать в мозгу. То есть я все это рассказываю, все это есть в программе по выходу. Я там рассказываю, как тренировать мозг, как пытаясь вот что-то удержать, одну картинку, думать про что-то хорошее, ваш мозг все время будет вас скидывать, ну, в тревожном расстройстве, снова в это мышление стягивать, чтобы вы думали про свое состояние. То есть он постоянно будет вас сбивать, не будет давать вам удержать эту картинку. Он все время будет вам мешать, он уводить вас как бы будет. Ты снова ее возвращаешь. Вот так я тренировался. Потом я научился их останавливать. Это уже когда вышел с невроза, вот какая-нибудь ситуация, ты крутишь. Вот ты лег спать, но ты крутишь их. Вот ты крутишь какую-то ситуацию. Там ты. Потом я думаю, о, стоп, харе. Мозгу говорю, стоп, харе, все, мне мыслительный этот процесс вести. Я об этом подумаю потом, все. Раз, и я переключаю.